Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Каждая хозяйка готовит голубцы по-своему. Казалось бы, список ингредиентов практически одинаковый, а форма, вкус, соус может быть совсем другой. Сегодня я предлагаю вашему вниманию 5 вариантов голубцов. Будем готовить мини-голубчики, ленивые голубцы, которые совсем не нужно формировать, по-турецки, голубцы в тесте и голубцы из молодой капусты. Все рецепты очень вкусные и особенны по-своему. Смотрите, выбирайте тот рецепт, который ближе вам по вкусу. Вкусные домашние голубцы размером с пальчик. Я их называю мини-голубцы. Так их готовит моя тетя. Блюдо получается очень вкусное, сытное и привлекательное. На праздничном столе не найдется такого гостя, который не захотел бы полакомиться этим блюдом. Кроме рецепта я покажу вам 3 варианта, как можно сформировать такие голубцы. Для приготовления нам понадобится 1 небольшая капуста, мясной фарш 500 грамм, 100 грамм риса, 2 средние луковицы, 2 морковки, 2 чайные ложки томатной пасты, соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки. Первым делом подготовим капусту. У меня такой небольшой качан весом приблизительно 200 кг. Удаляем с капусты верхние поврежденные листочки. Далее вокруг кочерышки делаем глубокие надрезы, чтобы отделить основание листьев. Удаляем кочерышку. Так листья при варке хорошо пропарятся у основания. В кастрюле нагреваем воду, солим ее по вкусу и опускаем капусту. Вода должна полностью покрывать ее. Через 5-6 минут снимаем верхние листья. Затем проверяем те, что были снизу. Если надо, варим еще пару минут. Повторяем процедуру несколько раз, пока все листики не сварятся. Пропаренные листья выкладываем на тарелку или в миску и даем им остыть. Тем временем приготовим начинку и соус, в котором будут готовиться голубцы. 100 грамм риса – это 5 столовых ложек с горкой. Заливаем кипятком и отправляем в сторону, пусть пока постоит. Две небольшие морковки я измельчила на крупную терку. 2 средние луковицы нарезала небольшим кубиком. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла, нагреваем его на среднем огне и отправляем в нее лук. Пассируем минуты 2-3 до прозрачности лука, периодически помешиваем. Теперь добавляем морковь. Тушим все вместе около 3 минут. Морковь должна стать мягкой. Половину зажарки я отбираю в отдельную тарелку. Ей нужно остыть, прежде чем добавлять ее к мясу. Две чайные ложки томатной пасты разбавляем 150 граммами воды и выливаем во вторую половину зажарки. Перемешиваем. Солим по вкусу, я еще добавляю 1 чайную ложку сахара. Если хотите, можно поперчить. Тушим после закипания 2-3 минуты. Затем выключаем и пока отставляем в сторону. Листья капусты уже остыли. Берем по одному листику, вырезаем грубую серединку. Теперь каждую половинку делим пополам. Получаются такие небольшие треугольники. Таким образом разрезаем все листья. Самые маленькие просто разрезаем пополам. Приготовим начинку. У меня фарш уже готовый, для рецепта я взяла 500 грамм. Добавляем к нему остывшую зажарку, у риса сливаем воду и также добавляем. Солим, перчим по вкусу и хорошенько перемешиваем. Фарш готов, переходим к самому интересному.
формированию голубцов. Метод первый, самый простой. Берем по одному листику, на широкую часть выкладываем 1 чайную ложку фарша и закручиваем в трубочку. Торчащие края капусты можно обрезать, тогда трубочка будет более ровной. Фарш чуть поправляем, не переживайте, в процессе приготовления голубцы не раскрутятся. Второй метод – метод кулечком. Выкладываем чайную ложку начинки на одну сторону треугольника. Мягкая часть листика должна быть сверху. Закручиваем. Низ должен быть закрыт, а верхними листиками мы вот так закрываем начинку. И третий метод, он похож на первый. Мы кладем 1 чайную ложку начинки на широкую часть, закручиваем трубочкой и теперь края заправляем в середину. Во втором и третьем методе есть один недостаток. Вы сможете заправить листья только в том случае, если они мягкие. Для более жестких капустных листов отлично подходит первый метод. Формируем голубцы, пока не закончится фарш и капуста. Лишние листики капусты можно выложить на дно кастрюли, в которой будете готовить. Я на дно выкладываю 2-3 столовые ложки соуса, равняю его, а сверху выкладываю голубцы. У меня большая часть мини-голубцов сформирована именно первым методом. Выкладываем друг на друга. Кастрюля на 2 литра. Сверху выливаем остальной соус. И добавляю воду. Она должна покрывать все голубцы приблизительно на 1 палец. Чтобы при варке голубцы не всплывали, сверху выкладываю тарелку. Довожу до кипения, убавляю огонь на минимум и обязательно пробую на вкус. Если нужно, солим. Варим голубцы на небольшом огне приблизительно 30 минут. По истечении времени пробуем на готовность и подаем к столу. Посмотрите, какие голубцы аппетитные, миниатюрные. Ни один не разварился, не развалился, все держат форму. Выкладываем на тарелку и подаем к столу. Горячими, холодными – это дело вкуса. А вот со сметаной рекомендую. Она подчеркивает этот кисло-сладкий вкус нежной капусты и вкуснейшей ароматной мясной начинки. Блюдо кропотливое, но очень вкусное. Вы можете подключить к формированию голубцов членов своей семьи и полакомиться всей семьей вкусными домашними голубцами. И, конечно же, наглядно показываю 3 метода уже готовых голубцов. Первый метод, просто когда мы свернули трубочку, как видим, начинка держится в середине, нигде ничего не выпало, не раскрутилось. Метод кулечком то же самое, все прекрасно держит форму. И третий метод вы видите на экране. В разрезе точно так же. Вся начинка приготовилась, все очень вкусно и аппетитно. По какому из 3 методов готовить, выбирать вам. Сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусным и простым рецептом из капусты и фарша.
Готовим ленивые голубцы в духовке. Этот рецепт намного проще в приготовлении, чем стандартные голубцы, но вкус имеет превосходный. Блюдо получается очень сочным, вкусным и ароматным. А подчеркивает все это кисло-сладкий соус, в котором мы и будем запекать эти голубцы. Если вы хотите знать, как я готовлю стандартные голубцы, ссылку оставила в описании под видео. Для приготовления нам понадобится 500 грамм фарша, 250 грамм капусты, 1 луковица, морковь, 65 грамм риса, соль, перец и 2 зубчика чеснока. Для соуса сметана, помидор в собственном соку, либо томатная паста, лук, морковь, соль, перец и сахар. А теперь подробнее. Начнем с приготовления риса. В рецепте он нужен отварной. Берем 65 грамм риса, это примерно 4 столовые ложки с горкой. Хорошенько промываем под проточной водой. Заливаем 120 грамм воды. Ставим на огонь. Как только закипит, накрываем крышкой и убавляем огонь до минимума. Готовим, пока вся вода выпарится. Вот такой в итоге получаем рис. Он полностью проварился, не склеивается, пока отставим его в сторону, чтобы он остыл. Займемся другими ингредиентами. Хочу показать, как я для этого блюда использую капусту, не разрезая качан. Снимаем верхние листики. Они чуть рвутся, но это не страшно. Для рецепта нам нужно 250 грамм капусты. Это примерно 3 вот таких капустных листа. Отрезаем все лишнее и обязательно эту центральную жилку. Оставшийся лист нарезаем тонкими полосами. Кладем их друг на друга и мелко шинкуем. Кстати, если у вас не получается мелко шинковать капусту, это прекрасный способ. Очень легко и просто. Теперь эти полосы нам необходимо нарезать еще мельче, на небольшие брусочки длиной не больше 2 см. Готово. Перекладываем в тарелку и займемся луком и морковью. Лук нарезаем небольшим кубиком, морковь измельчаем на крупной терке. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла, добавляем лук, тушим пару минут до прозрачности. Для большего аромата и вкуса я добавлю кусочек сливочного масла. Добавляем морковь. Тщательно перемешиваем, тушим пару минут. К тушеным овощам добавляем измельченную капусту. Хорошенько все перемешиваем и готовим около 10-15 минут на небольшом огне, периодически помешивая. Когда капуста станет мягкой, я пересыпаю ее в отдельную миску, чтобы она быстрее остыла. Сковороду мою, сейчас в ней будем готовить соус. Наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла, добавляем измельченный лук и пассируем до прозрачности. Теперь добавляем морковь. Кстати, для соуса я беру более крупную морковку. Мне очень нравится ее сладость в соусе. Перемешиваем, тушим пару минут. Для соуса я буду использовать томаты в собственном соку. Их можно заменить на 2 чайные ложки томатной пасты, разведенными 150 мл воды. Добавляем к овощам и тушим, периодически помешивая. По времени овощи должны готовиться минут 5-7. За это время влага испарится, а соус будет той консистенции, которая нам нужна. Солим. Пару ложечек сахара для стабилизации кислоты. Перчим по вкусу. Добавляем 300 мл сметаны, у меня жирность 18%. Перемешиваем и тушим пару минут. Соус должен хорошенько прокипеть. Выключаем. Возвращаемся к голубцам. К остывшей капусте добавляем отварной рис, фарш, соль, перец по вкусу и парочку измельченных зубчиков чеснока. Тщательно вымешиваем. Форму, на которой будут готовиться голубцы, смазываем растительным маслом. Берем немного фарша и формируем голубцы. Форма может быть любая. В общем-то, как и размер. Формировать голубцы нужно влажными руками. У меня получилось 7 больших голубцов и 1 маленький. Отправлю его в центр. Теперь заливаем голубцы соусом, чтобы он полностью покрывал блюдо. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов.
Если у вас голубцы небольшого размера, на 40 минут. У меня получились довольно крупные, им нужно больше времени, чтобы приготовиться. Я буду готовить минут 50-60. Если вы боитесь, что голубцы могут подгореть, накройте сверху их фольгой. Я не накрывала, и вот такой результат имеем в итоге. Сейчас одну подниму, покажу, сколько у нас жидкости. Куча сока, в котором готовились голубцы. Подаем как отдельное блюдо или дополняем гарниром. Берем 2 штучки, сверху еще полью соусом и немного сметаны для вкуса. Ленивые голубцы получились очень вкусные, нежные, сочные, мягкие. И все это прекрасно дополняет кисло-сладкий соус, в котором они готовились. Это очень вкусно. Друзья, настойчиво рекомендую приготовить это блюдо. Свои отзывы оставляйте в комментариях под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Будем готовить голубцы в турецком стиле, или как их еще называют, сарма. Формируются и готовятся они чуть по-другому, чем привычные нам голубцы. Блюдо получается вкусным, сытным, и голубцов получается очень много. Для приготовления нам понадобится 1 качан капусты, примерно 1,5 килограмма, полкило фарша, 1 небольшой пучок петрушки, полстакана риса, 1 крупная луковица, чеснок 1-2 зубчика, томатная паста столовая ложка, растительное масло 30-50 мл. Количество масла зависит от того, какой жирности у вас фарш. У меня индюшиный, поэтому я взяла 50 мл. Соль, перец по вкусу. Готовить мы будем голубцы в соусе, для него нам необходимо помидоры 3-4 штуки крупненькие. Если нету помидор, то 2 столовые ложки томатной пасты развести в 100 мл воды. Соль, перец и 2 стакана воды. У меня на канале есть и другие варианты голубцов. Я готовила мини пальчиковые из молодой капусты, ленивые голубцы. И всегда в комментариях под этими видео есть советы приготовить соус по-другому. Поэтому я решила поэкспериментировать с этим рецептом. О своем впечатлении, о вкусовых качествах этого блюда соуса я расскажу вам в конце видео. Для начала мне нужно подготовить капусту. Я взяла 1 большой качан. Я ее хорошо помыла. Верхний лист снимаю, он нам еще пригодится. Теперь делю капусту на 3 равные части. По краям я делю на 2 части. А посередине буду делить на 3. Таким образом у меня получатся уже готовые резаные листья для голубцов. Капусту я делю таким образом, чтобы верхние листочки пошли на голубцы, а из нижних я приготовлю квашеную капусту. В этом рецепте мы используем весь качан капусты, никаких отходов. Боковушку я перебираю. Здесь есть маленькие листики, из которых вряд ли получится сформировать голубцы, но их можно легко нарезать на соломку. Ну а серединка, у нас все листики идеальные, одинаковые. В кастрюле нагреваем воду, можно чуть подсолить и доводим до кипения. Листья у меня уже подготовлены, вот такая гора получилась. Теперь опускаем в кипящую воду листья. Не все сразу, я разделила на 3 части. Варим по 3-4 минуты. По истечении времени я достаю их с кастрюли, перекладываю в глубокую посуду и даю остыть. В кастрюлю отправляю следующую партию. Пока капуста охлаждается, приготовим начинку. В миску кладем фарш, 1 крупную луковицу и пару зубчиков чеснока измельчаю блендером и добавляю к фаршу. Петрушку мелко шинкую. Полстакана риса промываем под проточной водой и добавляем к фаршу. Томатная паста и 50 мл рафинированного растительного масла. Солим, перчим по вкусу. Тщательно вымешиваем. Теперь приступаем к формовке голубцов. Выкладываем остывшие листья на рабочую поверхность. 4 минуты варки им вполне хватило, они гибкие и легко поддаются формовке. На край каждого я выкладываю по 1 чайной ложке с горкой начинки.
закручиваю в трубочку. Если нужно, пальчиками подправляйте фарш. Не беспокойтесь, при готовке он будет держать форму. Таким образом формируем остальные голубцы. Если на ваших заготовках есть плотные стержни, аккуратно их срезаем, чтобы листик стал более податливым. А вот так я формирую трубочки из треугольных заготовок. Выкладываем фарш на узкую часть, заворачиваем, чуть прижимаем. Так фарш будет распределяться по всему листу капусты. Вот такая гора голубцов у меня получилась. В кастрюлю выкладываем верхний лист и еще немного мелких. Сверху выкладываем все голубцы. Обычно я готовлю голубцы в соусе, где тушу морковь с луком и томатной пастой. Сегодня решила попробовать сделать турецкий вариант. 4 средних помидора я перетерла на терке, к ним добавляю соль, перец, можно еще любые другие приправы по вкусу. Перемешиваю и выливаю на голубцы. Сверху добавляю еще пол-литра воды. Можно меньше. Главное, чтобы голубцы были в воде примерно на 2 пальца. Сверху небольшой груз, чтобы голубцы не всплывали в процессе приготовления. Ставим на огонь, доводим до кипения и готовим около 1 часа на медленном огне. Пока готовятся голубцы, я мелко шинкую капусту, которую я не проваривала и которая была у нас внизу кочана. Подготавливаю ее на закваску. Рецепт квашеной капусты оставлю в описании под видео. Голубцы готовы. Как видим, они прекрасно держат форму. Начинка на месте, никуда не убежала. Подавать я их буду по-турецки с чесночным йогуртовым соусом. Для этого к йогурту добавляю зубчик чеснока, соль, перец и перемешиваю. Выкладываем на тарелку и подаем к столу. Голубцы получились плотными, вкусными, сытными. Признаюсь, я впервые готовила с сырым луком начинку, и все-таки мне больше нравится фарш с тушеной морковью и луком. Возможно, это дело привычки, но такой рецепт тоже имеет место быть. Кроме того, у этого рецепта очень простая формовка голубцов. Можно сформировать по-турецки, а сам фарш и соус готовить любым привычным вам способом. Сегодня у меня рецепт очень интересных и необычных голубцов в тесте. Или как их еще называют, хамир хасиб. Очень вкусное и сытное блюдо узбекской кухни. В отличие от других голубцов, мясо в этом блюде заворачивают в тонкие лаваши из теста. Готовится это блюдо очень просто. Сейчас подробно все расскажу. Первым делом готовим тесто. Для него нам понадобится мука, теплая вода, соль, яйцо и растительное масло. Муку просеиваем через сито в глубокую миску. Я беру 600 грамм, но может понадобиться и меньше. Соль растворяем в теплой воде. В муке делаем углубление и выливаем туда соленую воду. В полученную смесь вбиваем яйцо и все хорошенько размешиваем. Сначала ложкой. А затем замешиваем тесто руками. Тесто должно получиться плотным и не липнуть к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и даем отдохнуть 20 минут. Тем временем приготовим начинку. Нам понадобится фарш, лук, рис, зелень, соль, перец, специи по вкусу.
Мясо и лук пропускаем через мясорубку. Солим, перчим по вкусу. Я добавила еще паприку. Добавляем рис. Перемешиваем. Если фарш сухой, добавьте немного воды. Теперь подготовим овощи, в которых будет тушиться блюдо. Нам понадобится морковка, лук, чеснок, томат, картофель и вода. Лук режем кубиком и обжариваем в небольшом количестве растительного масла до прозрачности. Добавляем морковь и тушим пару минут. Чеснок для аромата перемешиваем. Добавляем томат, солим, перчим по вкусу. Тушим все вместе 1 минуту и выключаем. Достаем тесто из холодильника и делим его на 2 или на 4 части. Каждую часть подкатываем в шар. Берем один шар, остальные накрываем пищевой пленкой. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Раскатываем тесто в очень тонкий пласт. Затем нарезаем на полоски шириной в ладонь. Эти же полоски разрезаем на прямоугольники. Я вам показала один способ, как можно нарезать, и вот показываю еще один способ, как можно нарезать тесто. Одну чайную ложку с горкой фарша надо класть поближе к одному с углов, чтобы удобнее было заворачивать. Уголками теста закрываем фарш, а затем свернуть колбаской. Картофель чистим, моем и нарезаем кружочками. Выкладываем в сковороду на овощи одним слоем. Аккуратно выкладываем туда колбаски из теста. Первый слой обязательно смажьте растительным маслом, чтобы они не слиплись. Наливаем горячую воду. Она должна доходить до половины рулетиков. Накрываем крышкой и готовим на небольшом огне около 30 минут. Если вода выкипит, добавьте еще немного. По истечении времени пробуем на готовность и подаем к столу. Голубцы получаются очень сытными, с насыщенным вкусом и ароматом. Подавать лучше с зеленью и сметаной. Это блюдо должно обязательно понравиться вашей семье. Получается сытно и оригинально. Голубцы из молодой капусты. Листья молодой капусты гораздо легче отделяются от вилка и требуют более щадящей тепловой обработки, а времени на их приготовление уходит чуть меньше. Получается очень сытное и вкусное блюдо. Кстати, можно заморозить такие голубцы, и тогда у вас всегда будет на подхвате уже практически готовое вкусное блюдо. Останется лишь приготовить соус и потушить до готовности.
Для приготовления возьмем небольшой качан капусты, фарш, рис, лук, морковь, перец, соль, томат, сахар. Сначала сварим рис. Вместо риса я использую булгур. Так вкуснее и полезнее, а технология подготовки одинаковая. Хорошо промыть, залить водой и поставить на сильный огонь. Когда закипит, огонь убавляем и варим, пока вода полностью впитается в рис. Он становится мягким, но не разваренным. Лук нарезаем небольшим кубиком. Я беру 2 луковицы. Количество ингредиентов в этом блюде можно изменять. Морковь трем на крупную терку. Обжариваем лук в небольшом количестве масла на среднем огне, периодически его помешивая. Затем добавляем морковь, перемешиваем и тушим все вместе пару минут. Половину зажарки я отбираю для фарша в отдельную тарелку, чтобы она чуть остыла. К оставшимся овощам добавляю томат. Его можно заменить на 2 столовые ложки томатной пасты, разведенные 100 граммами воды. Обязательно добавляю неполную столовую ложку сахара. Солим, перчим по вкусу. Тушим все вместе на среднем огне 2-3 минуты, затем выключаем. Возвращаемся к фаршу. Добавляем к нему отваренный остывший булгур, либо рис, тушеный лук с морковкой, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Начинка для голубцов готова. Теперь осталось дело за последним – подготовить капустные листья. У меня небольшая головка капусты весом 200 кг. Вырезаем кочерышку, для этого делаем вертикальные надрезы по краям, чуть скашивая их к середине. В большой кастрюле доводим воду до кипения. Капуста должна в ней окунаться до половины. Опускаем капусту качаном вниз. Даем так провариться пару минут. Затем переворачиваем. С помощью 2 вилок отделяем листья, которые хорошо этому поддаются. Пока достаточно, убираем качан, оставшиеся листики притапливаем и варим пару минут. Убираем листья в отдельную миску. Сюда же отправляем снова качан капусты и снимаем с него листики уже знакомым нам способом. С остывших листьев срезаем толстый стебель. У меня листья большие, поэтому я предпочитаю делить их пополам. На край капустного листа кладем столовую ложку фарша. Подгибаем с 3 сторон и заворачиваем конвертик. Листья, которые поменьше, я не разрезаю, просто кладу в фарш и заворачиваю его, как и остальные голубцы. В итоге у меня получилось 23 штучки. На дно емкости, в которой будут готовиться голубцы, выкладываем половину соуса. Сверху выкладываем наши заготовки. Поливаем оставшимся соусом и заливаем водой, так, чтобы она покрывала все голубцы. Тушим до готовности и нужной вам степени мягкости овощей. На это может уйти минут 20-40. В кислой среде все тушится гораздо дольше. Обязательно нужно пробовать подливу и добавлять по вкусу, чего не хватает. Сахар, соль. Я, кстати, добавляю еще пару листиков лаврового листа. Подливка должна получиться кисло-сладкая и в меру соленая. Проверяем на готовность.
Подаем горячими или теплыми со сметаной и зеленью. Блюдо получается сочным, сытным, нежным и аппетитным. Готовится оно примерно так же, как и классические голубцы, лишь с небольшими отличиями. Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры. Соус получится более свежим, легким и ароматным. Просто бланшируйте помидоры, мелко их нарежьте или измельчите блендером, а дальше следуйте этому рецепту. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях. Не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!